Всем привет, меня зовут Алла, и сегодня мы будем собирать елочные игрушки в форме роскошных люстр. Но несмотря на то, что эти люстры навеяны стилем разных эпох, их смело можно повесить на одну елочку. И не ограничиваться двумя штуками и только этими расцветками. Я бы люстру в стиле арт-деко сделала еще в черном цвете. Макеты елочных игрушек для плоттеров можно купить на моем сайте www.alla-grezева.ru. Начнем с люстры в стиле арт-деко. Здесь главная работа заключается в том, чтобы расправить все полосочки наружу, согнув их по всем линиям сгиба. Вам потребуется какой-нибудь тонкий плоский инструмент, который будет поддевать их и помогать вам их расправлять. Затем полоску нужно склеить за крайнее ушко. Причем складывать его по линии сгиба не нужно, это лишь отметка. Полоску мы приклеиваем к основе, нанося клей на саму основу. И тщательно расправляем ее по контуру. На этом этапе нам нужно смонтировать веревочки. Используйте нитки с запасом по длине, чтобы вам было удобно их потом завязывать. На дно я приклеиваю кусочки вспененного скотча, чтобы компенсировать разницу по высоте с нитками. И затем монтирую специальную вставку, чтобы всю эту красоту замаскировать. Затем все эти операции, исключая моменты с веревочками, нужно повторить для второго и третьего уровня. Кстати, в макете на вставках я предусмотрела специальную разметку пунктиром. Она нужна для финальной сборки игрушки, чтобы вы могли ровно вставить все слои друг в друга. Для украшения люстры я использовала длинный стеклярус, но вы можете придумать что-нибудь свое или вообще не использовать никаких украшений. Теперь давайте соберем держатель. Просто складываем его по всем линиям сгиба внутрь и склеиваем за боковые треугольные ушки. Просовываем в отверстие веревочки от люстры. Главная загвоздка состоит в том, чтобы завязать их на одинаковой высоте, чтобы люстру потом не перекашивало. И пусть веревочки будут не слишком длинными, так смотрится гармоничнее. Круглый елочный держатель вдеваем в крышечку держателя для люстры и расправляем и приклеиваем с обратной стороны. Потом эту крышечку монтируем на основной держатель и вставляем все слои люстры друг в друга. И игрушка готова. Теперь переносимся в эпоху барокко. Сборку люстры начинаем с верхней части. Все лучики нужно загнуть внутрь, и лучше это делать с помощью какого-нибудь инструмента. На этом этапе нужно смонтировать елочный держатель, расправив и приклеив его снизу. Теперь крайний сегмент на каждом лучике нужно сложить еще раз внутрь. Эти сегменты мы будем приклеивать к дну основы со специальной разметкой. Удобнее наносить клей не сразу на всю основу, а на 2-3 отметки. Когда все будет готово, верхней части игрушки нужно придать вогнутую форму. Просто аккуратно понажимаете на верх и низ детали. Теперь мы можем собрать центральную часть люстры. Все ушки на полоски загибаем внутрь и склеиваем ее за держатель. Пунктирная линия здесь тоже служит нам ориентиром, мы ее не складываем. Получившийся кружочек приклеиваем на основу, нанося клей на саму основу. Аккуратно расправляем стенку изнутри и приклеиваем крышку. Сюда мы уже можем смонтировать верхнюю часть игрушки. Нижняя часть люстры похожа на верхнюю. Ее лучики мы также загибаем внутрь. Но в этой детали мы складываем внутрь не только крайние сегменты, но и все остальные. Для приклеивания лучиков мы используем точно такую же основу с разметкой. И монтируем нижнюю часть к основе игрушки. Начинать приклеивать золотые декоративные полоски я рекомендую от линии стыка. Плотно прижимайте полоску к основе и как бы тяните ее вперед, чтобы ее точно хватило и на стыке не образовался некрасивый белый разрыв.
Затем нам останется только расправить хрустальные капельки внизу люстры. Кстати, их можно использовать и для того, чтобы сюда подвесить и настоящие бусины. Но я решила украсить только центральную часть. При этом мне кажется, что именно в плане украшения здесь можно придумать много интересного и с бусинами, и со стразами, и с золотыми плашками. Надеюсь, этот дизайн вас вдохновит на творчество. Поздравляю вас с наступающими праздниками и желаю вам приятных каникул. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока! But the difference this time is that ever since July